Всем привет! В этом видео я покажу, как я сделал универсальный штамп. Штамп и форма 2 в одном. Для этого было приобретено панно диаметром 35 сантиметров. Это календарь мая. Сделал опалубку из пластилина детского, обычного. Дальше я воспользовался разделителем силиконовым, но можно воспользоваться вазелином, который продается в аптеке. Также был приобретен профессиональный текучий силикон 1 килограмм. Тут 2 компонента, в зависимости какой вам нужно. Жидкий, густой или средний вариант. Смешиваем отвердитель вместе с силиконом. Перемешивать где-то примерно минут 15-20 по инструкции. Далее просто выливаю в свою подготовленную форму, а именно это панно. Вот чуть-чуть постояло, и получается такое зеркальное отражение. Силикон растекся, все пузырьки вышли. И оставляю где-то примерно на сутки. На следующий день просто пластилин отгибаю и начинаю вытаскивать сам штамп. Рельеф очень сложный, все вот эти маленькие выпуклости, детальки очень сильно прилипали к силикону. Но так как качество силикона хорошее, получилась толщина немаленькая. В этом помог еще разделитель, все отошло в принципе неплохо. Все, вот этот штамп получился просто идеально четкий. А теперь давайте попробуем с этого же штампа универсальной формы отлить гипс и сделать копию такого же панно. Вот это оригинальное панно диаметром, еще раз напомню, 35 сантиметров, толщиной где-то 3-3,5 сантиметра. Сейчас будем пробовать сделать копию. Для этого я взял виброволокно специально для штукатурных, отделочных работ, для усиления самого раствора. Взял обычный простой гипс. Опалубку сделал просто из картона, детского обычного картона. Сам штамп я ничем не смазывал, никаким разделителем, просто выливаю на сам штамп. Такое панно продается в интернете
именно вот диаметр 35 сантиметров от 1000 рублей и выше. Для усиления я еще добавил штукатурную сетку по центру, по краям. Ну, думаю, делать так делать уж попрочнее. Все, прошло где-то часа два с половиной. Реакция гипса прошла, он остыл. Снял опалубку свою, просто из обычного картона нарезал полоски, склеил между собой. И по нужному диаметру уже на месте также клеем склеил. Никуда ничего, гипс не вытек. Все хорошо, как бы вот. Получается, у меня получился толщиной вот такое панно, где-то там 2,8 сантиметра. Вот такой универсальный штамп. И можно как и отливать такие вот панно, так можно и на месте штамповать, то есть уже на самом растворе. Но я использую плиточный клей, так как там фракция песка маленькая, и чем меньше фракция песка, тем будет четче отпечаток идти. Весь четкий рисунок передался, все вот эти маленькие детальки, они все передались через этот штамп. Сейчас давайте загрунтую, сразу покрасим и посмотрим, насколько эта копия получилась. Грунтовка обычная, глубокого проникновения, так как у меня оставались остатки от предыдущих изделий, работ, экспериментов. Здесь 200 грамм грунтовки на 4 миллилитра черного колера. Колеры можно использовать разные фирмы. Это не принципиально, я думаю. Ну, черный цвет один как бы не очень, да, смотрится, но для эксперимента, в принципе, как бы неплохо. Сейчас у меня еще оставались остатки акриловой краски с добавлением серебра. Я решил воспользоваться ей. Просто прохожусь везде и внутри, не только верхушки, а полностью. Получается довольно-таки неплохая копия. В принципе, от оригинала ничем не отличить, только по цвету. Почему вот она универсальная, я уже делал отпечаток этой матрицей, точнее не матрицей, а штампом. Делал, значит, вот у меня было 2 дорожных бордюра. Я накидал на него плиточный клей с добавлением виброволокна. И на месте уже отпечаталось. Вот получилось такие 2 опоры или декоративных камня. Но эти вот получились 2 опоры под скамейку. Так как вот эти 2 дорожных бордюра, они стояли
Я и решил их приукрасить, отпечаток, вот располовинить вот этот рисунок налево, слева и справа. Также еще проэкспериментировал вот такой декоративный элемент на стене. Здесь тоже плиточный клей с добавлением виброволокна, потому что плиточный клей, фракция песка, еще раз повторюсь, маленькая, и отпечаток остается четкий. Ну, здесь чуть справа есть, конечно, такое неточное, но это как бы ничего страшного. Но, в принципе, сам рисунок вообще четко отпечатывается.